я вот подчеркиваю именно свое отношение к этому слову, жертвовать правами людей, а не предусмотрено это конституционное право на свободу и личную неприкосновенность, и жертвовать даже требованиями Уголовно-процессуального кодекса, потому что он исключал и исключает по своему текстуальному смыслу возможность применения в такого рода делах безосновательно мер пресечения в виде ареста. Михаил Ходорковский изнутри изучает российскую судебную машину. Вот недавно вышла его статья «Узаконенное насилие», где он проанализировал ее изъяны преступные. Как, по-вашему, созвучны эти его мысли с мыслями тех, кто старается реформировать российскую систему судопроизводства? Я думаю, что абсолютно созвучны. Но важно другое. Важно не то, что они не являются новостью, а важно то, что они требуют, с моей точки зрения, немедленного устранения. Ни одно государство не может считаться правовым, если в его практиках не обеспечено уважение достоинства личности и прежде всего в процедурах уголовного преследования. Конституционный суд в одном из своих решений в свое время написал, что признание каждого человека не объектом, а субъектом во взаимоотношениях с государством является необходимой основой для устранения произвола. Вот все, о чем мы говорим, весь этот негатив, о котором мы говорим в связи с организацией уголовного преследования в нашей национальной системе, все это результат того, что человек рассматривается как объект деятельности государства, а не равноправный субъект во взаимоотношениях с государственной властью. Пока это не преодолено, лозунг конституционный, хороший, правильный, что Россия должна быть правовым государством, нереализуем. Вот каждые 3 месяца Ходорковскому и Лебедеву продлевают срок заключения под стражей по новому второму делу, чтобы они могли являться в суд. Как вы считаете, можно ли это рассматривать как нарушение прав подсудимых, поскольку они приговорены были к колонии общего режима, а фактически содержатся более года уже в крытых каторжных условиях? Да, конечно. На самом деле, когда в Уголовном процессуальном кодексе вводилась эта процедура получения судебного решения об аресте, на нее возлагались очень большие надежды. Но суды не оправдали этих надежд, потому что они, по сути, не выполняют никакой контрольной функции по отношению к органам, осуществляющим обвинительную деятельность по уголовным делам. Безусловно, не может быть таких процессов, где арест длится бесконечно, и тем более по делам, по которым сейчас уже признано, что это неадекватная мера пресечения для дел, где лица обвиняются в совершении преступлений в области экономической предпринимательской деятельности. Могла ли судебная практика исправить это? Я считаю, что могла. Закон этому не препятствует, повторяю, но этому препятствуют сложившиеся, я бы даже сказала, зацементированные традиции этой судебной практики, продиктованные, могу сказать, в общей форме сверху. А что это означает сверху? Это, конечно, и высшие судебные органы, Верховный суд Российской Федерации, который объясняет, как надо применять уголовно-процессуальные нормы об избрании такой меры пресечения, как арест. Это может быть и прямой заказ тех органов исполнительной власти, которые, собственно, сформировали и все обвинение. А вывело ли дело ЮКОСа несовершенство законодательства о судах присяжных? Вот, например, по делу Алексея Пичугина 3 раза меняли состав коллегии присяжных, чтобы все-таки добиться обвинительного вердикта. И наоборот, хотя особо опасным признаны деяния самого Ходорковского и Лебедева, их судом присяжных не решились судить.
Так это как раз не дефекты суда присяжных. Это дефекты, опять-таки, правоприменительной практики в этом использовании ею суда присяжных. То, что меняли состав скамьи присяжных или коллегии присяжных несколько раз по одному и тому же делу, это не вина присяжных. Речь идет опять-таки о том, что смысл действующих правил о суде присяжных искажается реально практически действующими в сфере компетенции суда присяжных органами государственного обвинения или, если хотите, не только государственного обвинения, но, может быть, и спецслужб. Потому что воздействие, это известно уже по результатам многих процессов на присяжных, в основном оказывается именно через спецслужбы. И формы этого воздействия очень различны. Ну, это могут быть и угрозы, и разного рода, и расправы, и привлечением к уголовной ответственности. Это могут быть угрозы, связанные с возможностью как-то отрицательно повлиять на бизнес у людей или на их служебные отношения. Суд присяжных в его нормальном виде – это такая институция, которая позволяет российскому суду в большей мере избавляться от давления, чем любые другие процессуальные формы. И, наверное, именно поэтому по многим преступлениям, теперь уже и согласно закону, суд присяжных исключен, его компетенция ведь сокращена недавними законодательными актами, хотя наоборот она требует расширения. До революции, почти одновременно с отменой крепостного права, в российской судебной системе был введен институт суда присяжных, и он оказался настолько действенным, что первые же годы его деятельности привели к вынесению российскими дореволюционными судами до 40% оправдательных вердиктов. Отсутствие обоснованного обвинения приводит присяжных к выводу о том, что нельзя осудить человека. Институт суда присяжных, он обеспечивает не только гораздо большую объективность приговора, но он обеспечивает еще и гораздо большую независимость для профессиональных судей. Поэтому как раз этот институт нужно холить или лелеять и добиваться расширения компетенции присяжных в современной России. И как, по-вашему, как проявляет себя в деле ЮКОСа российское гражданское общество? Не секрет, что благодаря его усилиям удалось облегчить участь Василия Алексаняна, Светланы Бахминой, когда собирали подписи в их поддержку. Прозревают ли наши соотечественники? Я думаю, что да. Да, именно на этих примерах может быть яснее всего, чего не должно быть в российских судах. Большое спасибо вам за это интервью. Напомню, что гостьей нашей студии была Тамара Георгиевна Марчакова, судья в отставке Конституционного суда Российской Федерации, а в 1995-2002 годах заместитель председателя суда. В студии работал Владимир Карамурза. Всего вам доброго.